Здравствуйте, папочки и мамочки! Многие родители задумываются о покупке увлажнителя в детскую комнату. И чтобы принять правильное решение, нужен он вам или нет, давайте ответим на парочку вопросов. Для чего нам нужен увлажнитель воздуха в комнате ребенка? Самой главной задачей увлажнителя воздуха является повышение уровня влажности в комнате. Если вы замечали, что просыпаясь ночью, вы ощущаете сухость во рту, а ребенок часто просыпается ночью и просит попить, это явный признак того, что в комнате недостаточная влажность. Еще одним признаком недостатка влажности может быть то, что ребенок часто просит пить, так называемый эффект водохлеба. Почему важно следить за влажностью воздуха в комнате? Влажность воздуха – один из важнейших показателей микроклимата в нашем жилье. От влажности воздуха зависит наш с вами иммунитет и то, как часто болеет ребенок. Вдыхая сухой воздух, слизистые оболочки носа и рта быстро высушиваются и теряют способность задерживать, очищать и обеззараживать вдыхаемый воздух в легкие, тем самым подвергая наш организм атаке, бактериям и вирусам. Также не стоит забывать, что в сухом воздухе пыль и всякого рода вирусы, бактерии и аллергены переносятся быстрее. Они дольше остаются во взвешенном состоянии. Влажный воздух поможет быстрее осадить их на поверхности, с которых их проще будет убрать, делая влажную уборку. Почему увлажнитель стоит поставить в спальню или комнату ребенка? Увлажнитель воздуха необходимо поставить в ту комнату, где вы проводите больше всего времени. В детской, где играет или спит ребенок, или в кабинет, там, где вы работаете. Бытовые увлажнители воздуха безупречно справляются с небольшими помещениями и работают локально. Обычно радиус их действия колеблется в пределах 4-5 метров. Расположить увлажнитель воздуха лучше всего у окна, так как при проветривании и обогреве помещения потоки воздуха разнесут влажность по комнате равномернее и быстрее. Близко к спальному месту увлажнитель размещать не стоит. Переувлажненный вдыхаемый воздух усложнит дыхание и качество сна. Какая температура и влажность должна быть в комнате ребенка? Изучая вопрос покупки увлажнителя, проведите измерение влажности в своем жилище. Для этого приобретите термометр с гигрометром и разместите его так, чтобы он был на высоте не выше, чем спит ребенок, и рядом с тем местом, где расположена его кровать. Проведя измерения, убедитесь, что воздух действительно сухой и требуется увлажнитель. Считается, что идеальными условиями в комнате ребенка признано считать температуру на уровне 20-22 градусов и влажности 50%. Но в то же время температура на уровне 19 градусов и влажности воздуха 60% будет просто замечательно. Но если температура воздуха в комнате 25 градусов и влажность близка или выше 60%, при таких условиях человеку будет просто тяжело дышать и возникает эффект парилки. То есть, если у вас в комнате 25 градусов, оптимальная относительная влажность должна быть на уровне 40%. Запомните эти цифры и запишите куда-нибудь себе. Как правильно использовать увлажнитель воздуха в детской комнате? Большинство увлажнителей имеют резервуар для воды от 2 до 5 литров. Этого достаточно для того, чтобы увлажнитель работал в течение суток или больше. Зависит от сухости воздуха в комнате. Я обычно увлажнитель в детской включаю на ночь. Но если на улице мороз или нет возможности проветривать комнату чаще, оставляю и работать его и днем. Мало кто говорит, но немаловажным моментом является качество заливаемой воды в увлажнитель. Если заливать в увлажнитель жесткую воду прямо из-под крана, то через какое-то время на внутренних стенках увлажнителя образуется осадок и отложения. Это также будет хорошо заметно на темной рядом стоящей мебели, зеркалах или стеклах. Поэтому учтите, что лучше заливать отфильтрованную воду. Так вы продлите срок службы увлажнителя, и его реже надо будет чистить. В то же время не оставляйте надолго воду в неработающем увлажнителе. Там могут развиться бактерии, которые хорошо будут заметны в виде слизи на внутренних стенках прибора. Можно ли обойтись без увлажнителя воздуха? Увлажнитель воздуха вам может и не понадобиться, если вы сушите детское белье дома и у вас нет лоджии или балкона. Влажность и так будет поддерживаться за счет сушки белья.
Существует множество способов и советов, как можно попытаться поднять влажность воздуха до комфортного уровня. Первым способом будет развешивание мокрых простыней на батареи в комнатах или подвешивание всякого рода контейнеров с водой на батареи. Способ малоэффективен. При хорошо работающих батареях результат сводится на нет. Второй способ еще менее эффективный, и работоспособность его под сомнением. Это приобрести в дом аквариум с рыбками. Лучше, если аквариум будет большой площади. Испаряющаяся жидкость с поверхности воды поднимет уровень влажности в доме. Этот способ практически не работает. Третий способ, самый эффективный. Сделать дома в комнате приточную вентиляцию с улицы. Таким способом вы сделаете постоянную микроциркуляцию в помещении, при условии, что у вас хорошо работают на вытяжку штатные в помещении вентиляционные каналы. Этот способ хорошо работает зимой при разнице температур. Может ли увлажнитель воздуха вызвать появление плесени в доме? Такой вариант развития событий возможен, если влажность в комнате будет излишней. Если вы пару раз переувлажняли комнату излишне, плесень не появится. Но часто повторять такую процедуру не рекомендуется. Контролируйте влажность с помощью гигрометра. Подведем итоги. Увлажнитель нужен, если температура в помещении 20-23 градуса, а влажность воздуха менее 40%. Или после сна вы ощущаете сухость во рту и часто хочется пить, и сохнет кожа на лице. Увлажнитель не нужен, если показания гигрометра в комнате в норме. От себя скажу, что рекомендую увлажнитель к покупке, особенно в отопительный сезон. Это отличное спасение для хорошего самочувствия, спокойного сна и здоровья. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся в новых видео. Пока-пока.